Итак, собрали урожай морковки. В общем, получилось у нас где-то так. Если брать вот такие вот черные ведра 10-литровые, то где-то 5-6 ведер морковки у нас вышло. Ну, 6, наверное, с небольшим. Но это все вместе разные. То есть вот такой вот мелкой, вот такой крупной. Ну и это тоже будем считать крупная, ну отборная, так скажем. А здесь у нас мелкая, погрызанная, порезанная, вот такая вот. В общем, 3 способа хранения будем в этом году испытывать. Если первый способ уже общеизвестный и он действительно действенный, это то есть берем вот такую морковку, помыли ее хорошо, почистили, потом на терку или порезали и в морозильную камеру. Или там в холодильник. Ну, в принципе, тут ни у кого вопросов не возникает. Второй способ. Будем использовать вот такую вот морковку. И будем хранить ее в ведрах с песком. Там в интернете посмотрел, как это делается. Ну, попробуем. И третий способ, вернее, вот эту морковку мы будем по-другому, вот так в ведрах с песком вот эту будем хранить. А вот эту морковку, вот, видим, тут попки поотрезал. Вот. В общем, эту морковку будем хранить в целлофановых пакетах. Ну, сейчас все я это буду делать и буду заодно снимать на видео, как это делается. Ну что, начнем упаковывать нашу морковку. Прошло 3 дня, как я ее почистил, поэтому она подсушилась трошки. В общем, смотрите, что я тут сделал. Вот такое вот. Вот. Кончик тут немножко отпанахал. Верхушка уже сухая. Вот. И сейчас, в общем, что сделаем? Целлофановые пакеты часть, а часть стретч-лентой упакуем. Целлофановые пакеты будем вакуумировать вот этим вот пылесосом, старенький, но надежный. Ну а это будем просто их засовывать, обматывать стретч-лентой, да и все. Стретч-лентой я хочу пообматывать вот такие. Так, где она? О, вот такие вот. То есть, где срезано много сверху и снизу. Вот. Сейчас мы ее вот так, ну не знаю, по одной штуке. Тут, в принципе, морковки-то немного. Эта лента, она пищевая, поэтому и такие большие хочу. Потому что они в пакетик плохо влезут. Морковку я не мыл, ничего не делал. Просто вот так вот тупо ее взял, почистил от перышек, от всякой фигни, чтобы оно не это самое. Вот так. Все, второй. Ну и так далее. Сейчас еще один упакую. И дальше будем смотреть, что из этого всего лучше проваляется у нас в погребе. Мне что-то вот этот способ со стретч-лентой больше всего нравится. Во-первых, оно не в вакууме, ничего не это самое, вернее, уже практически в вакууме и так далее. Ну и вторым способом будем фигачить вот такую вот фигню. Сюда я морковку помельче засандалю. Ну, типа вот такой. Там по 10 штук, просто чтобы удобно было потом брать на покушать. И чтобы она дальше лежала. Вот так. Так. Вот так. Вот такую. Вот это самая классная морковка. Она мне больше всего нравится. Вот такой размер. Ну и теперь что? Включаем пылесос. Как нам все рекомендуют. И пробуем. Ну, вы знаете, засасывает очень хорошо.
А дальше завязываем ее просто. И все. Ничего, нормально получилось. Потом завязываем его вот так вот плотненько. Этот. Ну, честно говоря, способ так себе. Я не вижу в этом ничего этого. Вон, видите, я уже покуда завязывал, оно розета. Еще и палец поранил, блин. Ладно, потом. Сейчас еще один попробуем сделать. Все-таки способ со стретч-лентой мне как-то больше сподобался. Вот. И в пакетик не все влазят. Сюда можно вот такую морковку, только короткую. А короткой, как назло, у нас нету. Давайте еще раз. Ну, вакуумирует хорошо. Ага, тут надо придерживать ее. И вот таким вот способом. Ну да, свакуумировано, тут воздуха практически нет. Дальше завязываем. Ну все равно воздух остается. Так что это все фигня. В принципе, ну вон, видим, воздух все равно внутри есть, немного, но есть. Что, можно и не вакуумировать, просто завязываем в пакеты, да и все. И будем смотреть. Нахрен этот пылесос, блин, убираем в сторону его вообще. И храним. Короче, не буду я ничего химичить. Взяли вот так вот ее, сами свакуумировали и опустили в погреб. Ну, я сейчас половину так сделаю, половину так сделаю, а потом будем наблюдать за ней, что оно получится через месяц, через два, зимой, как она будет лежать. В общем, в марте месяце еще встретимся. Второй способ хранения морковки. Видим, она у нас тут разная, ну, нормальная. И мы ее будем хранить в песке. В общем, я взял обыкновенный ящик. Сюда большой пакет целлофановый, магазинный, обыкновенный, пищевой. Тут главное, чтобы все было в пищевых продуктах. На дно ложу сантиметра, ну, 2, наверное, песка. Вот. Важно, чтобы песок был просеянный. И песок желательно брать где-нибудь на речке или в лесу, чтобы он не вонял мочой. Обычно кошки или еще что-то, если возле дома лежит песок, то они начинают его гадить, так скажем, в этом песке. Ну, в принципе, вот так вот, я думаю, достаточно. Сейчас еще один. Вот. Но это старый дедовский способ. Тесть так делает, мои родители так делали. Я помню, что еще в советские времена вот так морковку заготавливали на зиму. Все, и теперь укладываем морковку. Вот так. Да, тут придется поморочиться. Но я почему ящик взял? Потому что дело в том, что морковка разношерстная, и длинная, и короткая. Тут какая зря. И желательно так, чтобы она друг к дружке не прикасалась. Вот так у меня делали все мои предки. Какая-то фигня попала. Морковка уже высушенная. Ну, посмотрим. Но дело в том, что все равно, насколько я помню, она постоянно какая-то подвяленная. А вот видим, уже начала прорастать. Поэтому это в сторону. Потом я ее уберу. Вот тоже прорастает чуть-чуть.
Ну, видимо, нехорошо поубирал эти лепесточки. Ну, в общем, вот таким вот способом засаживаем ее. Потом, ну, вот тут еще можно положить. Где тут? Вот можно положить. Вот так. Маленькую. Мне вот такая вот больше всего нравится. Она сочная, хорошая морковка. Ну и все, наверное. Сейчас мы вот здесь еще положим. Все. И теперь засыпаем ее. Ну, пару ящиков сделаю, да и все. И опять легеньким слоем. Не надо там сильно много. Во всяком случае, так делали мои предки. Абы она скрылась под песком. И потом не прикасалась друг к дружке. Вот так. Все. И потом следующий слой. И в январе месяце будем смотреть, что лучше у нас сохранилось. Такая морковка или морковка в целлофане. Третий способ — это просто тупо порезать ее, нарезать, на терку положить, на это самое натереть или еще что-то и засандалить ее в морозильную камеру. Я уже это сделал, показывать не буду, это, я думаю, все знают. Ну что, до января. Теперь смотрим, что у нас по такой системе, как морковка, вот хранение морковки. Ну, давайте пройдем сюда. Видим, тут несколько таких пакетов. О, есть сгнившая чуть-чуть. Ну, я не знаю почему. На, убери ее. Вот, еще сгнившая. Ну, способ, скажем так, может даже в чем-то эффективный. Сначала хотел по одной заматывать, и это было правильно. Потому что как только в этом пакете попадается одна гнилая, он сгнивает. В общем, в чем суть? Вот эта вот вся морковка. У нас здесь половину от того, что было. Ну, чуть-чуть покушали, и еще погнило много. Где-то, скажем так, треть часть вот в таких упаковках у нас сгнила. И, видимо, так. Одна попадается, гниет, и гниет все подряд. Еще один нюанс. Видим, здесь попки у всех как обрезанные. Я этого не показал, наверное, нет видео, не помню, снимал или нет. Ну, в общем, в чем суть? Если не обрезать попку вот эту, о, видим, вот она прорастает. Вот так, наверное, видно. Поэтому надо обязательно обрезать. Ну, в принципе, хранить вот в таком положении ее можно. По буряку сохранился идеально. Вот. Вообще, мы брали уже отсюда несколько пакетов. Полностью целый. Ни один пакет не сгнил. Так, и теперь покажу я по, так, скажем, по этому. Как он называется, Валь? Вот это. По кабакам. Ну, в общем, тоже завернул в это. И оно все подсгнивало. Все сгнило. Все эти 3 кабака, они полностью сгнившие. Это, в общем, все фигня. Ни капусту, ни кабак завертывать в эти стречети нельзя. Еще один способ хранения морковки. Вроде бы все хорошо, но, видим, тут прорастает кое-где. Вот она. Но, что самое интересное, это прорастает только верхняя морковка. Поэтому такой способ тоже очень эффективный. Вот, видим. Сейчас я ее оборву. Вот он. Вот. Одна падла проросла, а другие нормально. Так что, вот так. Вот они, листочки. Ну, в целом, нормально лежит. И вот смотрим, твердая, нормальная морковка. Обратно ее в песок. В общем, по морковке что можно сказать? И тот способ нормальный. Единственное, что, когда морковку упаковываете вот так вот в эти целлофановые стретч-ленты, надо обязательно отрезать попки и обязательно смотреть, чтобы она была сухая, без капель, без ничего, хорошо высохшая. И только потом ее упаковывать. И еще, желательно все-таки ее
если у вас морковка крупная, прямо в один этот, чтобы в одном максимум 2-3 было в упаковочном вот таком вот содержании. То есть стретч-лентой взяли за это самое. Ну, по температуре. По температуре здесь у нас... Так, не видно, но я вижу. Ну, где-то 2-3 градуса тепла в этом погребе. Ну, это нормальная температура. Ну, картошка еще сильно не проросла, хотя февраль месяц. У нас январь был очень холодный. На этом вроде бы все. Вполне возможно, там еще в апреле сделаю видео. Посмотрим, что у нас будет с капустой в окончании. И что у нас будет с капустой, с морковкой, что будет. И с буряком. На этом все. Всем пока. До новых встреч.